Пошли, дружище, домой, давай. Проветрился? Давай. Молодец, конь. Пошли. Погулял, молодец. Другим надо погулять, пойдем. Вот, ребята дождались тебя. Друзья твои. Летом светает рано. 5:30 для коневодов Терского конного завода – начало рабочего дня. Время, когда у лошадей начинается активная жизнь. Покушали, позавтракали, попили водички и начинают прогулочку. По полчаса один, второй, третий и так по очереди. Кто на корде работается, кто в леваде гуляет. Молодец. Выпачкался чуть-чуть, потом почистим тебя. Молодец. Ай, Васек. Ориентир – эти мускулистые красавцы, их биологические часы. Работы хватает. Накормить, привести в порядок денник, вывести жеребцов на прогулку. Не только в конюшне, во дворе к приходу бригадира самый разгар. Так, доброе утро. Здорово. Здорово, Ростислав. Так, нормально все? Происшествий никаких? Так, ну сено, солома у вас есть? Все на месте. Сейчас. Как ночь прошла. Ну, как сказать, 50 на 50. Маленькая проблема была, уладили. Андрей Кузнецов, бригадир, и сам к 6 уже на месте. Хоть ночью спать не довелось. Вызвали к подопечному. У нас сегодня были ночью колики, это остановился желудок у лошади, ну как кишечник. Ночной коневод в первую очередь сообщает бригадиру. Я вызываю врача. Вот мы шагаем пока до прихода врача. Врач приходит, и уже совместными усилиями лошадь лечится. Вроде все обошлось. Лошадь – создание хрупкое. Бравый внешний вид обманет лишь постороннего. Люди, которые всю жизнь рядом с этими животными, поймут все с первого взгляда. Поэтому присматривают за обитателями конюшен все, включая уборщицу. И уж тем более коневоды и бригадир. Утром обязательно надо проверить самочувствие каждой лошади. Осмотреть, заглянуть в глаза, даже поговорить. Молодец. Умница, все. Лошадиный завтрак. Большая алюминиевая кружка, гарец, до краев с коктейлем из зерна. Тут кукуруза, жмых, отрубья, овес. Дополнительно будет морковка, сахар, яйца, молоко. Вкусно. По 2 гарца 3 раза в день. Хватает ему? Он такой большой. 7 килограмм в день. И сена на жеребца по 10 килограммов. Не жалеют. Сами выращивают на собственных угодьях. Подсевают травку получше для лошадиного здоровья. Оно же идет на подстилку. Взбить надо, как перину. Свалялась за ночь. И денники отбить. Слово-то какое отбить. Прямо из старины. Когда лошадей убирали денники, да, почему называется отбивка, отбивают, и возле денников, ну это было же военное время, и возле денников делали такие вот небольшие такие квадратики, выкладывали из чистых опилок. Ну такой был порядок раньше, время было военное, но на заводе были все военные. Отбивают от стен, отбивают, то есть полностью убирают денник, весь полностью чистый, чтобы не было ни мокрого, ни навоза не было, все, чтобы было сухо, чтобы не было запаха, чтобы лошадь могла спокойно лечь, себя не травмировать. Тем более, что это жеребцы-производители, у них, конечно, должно быть и кормление соответствующего уровня. Раньше лошадь это было все. Лошадь кормила, лошадь воевала, то есть лошадь тебя возила, лошадь была на вес золота, понимаете. Поэтому особенно военные лошади. А наш конный завод, он был военный с 1920 года, фактически уже до 60-х годов он был военный. То есть все лошади, которые здесь рождались, они служили в армии. Сегодня на гражданке. В этой конюшне все как один звезды. Ростислав Яцинич, коневод, о них знает, наверное, больше, чем о себе. Это жеребец у нас Василий. Зовут его. Участвовал, это скакового направления конь, участвовал в скачках. Бегал даже за границей в Варшаве. И в Германии там в противоположную сторону бегут, и он там себе ножку повредил, но кровь, материал замечательный. Смотри, ты артист, видишь? Снимает. Артист, молодец. Тебе не привыкать, да? На скачках тебя снимали себе. Это все мои подопечные. Что вообще лошади для вас? Вы давно этим занимаетесь? Очень давно, практически со школы. Как пришел раз, влюбился и до сих пор по сей день. Ложись, отдыхай, пойдем другого выводить.
дружка твоего еще одного. Пошли, проветришься. Это ансамбль, жеребец ансамбль. Пошли. О, нельзя, пойдем. Пошли на прогулочку, пошли. Жеребцы соперников не выносят, поэтому для каждого своя левада, либо индивидуальный бег по кругу. Скачут по очереди, но каждый день обязательно. Для лошади движение – сама жизнь, поэтому каждый сегодня проскачет свои положенные километры. И вот так стоять и раздувать ноздри, терять драгоценное время никто не позволит. Ну и что ансамбль уловил сладкий воздух с соседних гор. Там гуляют же ребятами кобылицы. Давай, бегай. Утренние процедуры еще не закончены. Иди сюда, малыш. Смотри, что тут происходит. Ай, молодчина, лакомство. Любит лошадка, да? Любит. Это вот называется недоуздок. Так вот лошадку, чтобы зафиксировать, чтобы она стояла спокойно во время чистки, когда массажик делаем, чистим их. Каждодневная чисточка, да, лошадки должны быть чистенькие. Так вот проверяем в копытках, чтобы не было ни камней после прогулочек. Бывает, камушки забиваются, надо все вычищать, чтобы чистые были. Они у вас не подкованы, да? Этих не надо ковать, куют, которые на скачках выступают. Эти свое отскакали уже, так что они у нас босые. Кузнец приходит раз в 3 недели и очищает. И парикмахерская у нас бывает тоже. Как отрастает. А делаем это мы специально для того, чтобы подчеркнуть затылочек лошади. Экстерьер сам. И массажист, и парикмахер, спа-салон такой у них тут. Отдыхает не хуже, чем люди. Мономах, сын Мананы и Мадьяра. Гладкие стали лошадки, здоровые, сердце радуется. Ростислав помнит другие времена, когда кормить было нечем. Хозяйство было на грани банкротства. Не только у нас, по всей России так было после перестройки. Никто тогда с конезавода не ушел. Все невзгоды терпели вместе с лошадьми. Спасали, как могли. Повезло. Терский конезавод с его уникальными лошадьми арабской породы жив до сих пор. Единственный в России. Кто-то не потянул, кто-то, как бывает в России у нас, развалили, да и все. А у нас сохранился с Божьей помощью. Но не без добрых людей мир. Нашлись ребята, которые взяли все в свои руки и приобрели его в собственность. Так что теперь есть у нас занятия и с перспективой на будущее стабильная и зарплата, и все, и не жалуемся, все хорошо. В этой конюшне исключительно жеребцы-производители. Элита, ребята заслуженные. В свое время себя показали, теперь от них идет потомство. Здесь за ними смотрят до глубокой старости, пока сами не покинут этот мир. У нас был тот случай такой, жил аспирант, 81-го года рождения был, и скончался в возрасте 29 лет. То есть лошадь в среднем живет 25 лет, а этот дал почти до тридцатника. Он у нас был незаменимый парень, он пробником был, ходил вычувать кобыл, которые в охоте, чтобы привести на случку. У него была такая должность. Пошли на работу. Шевелись. Давай, 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 давай. Кому левада, а этому парню вот так по кругу. Артист, красавец. Имя не зря дано. Бандерас. Понимает, что красив. Это у нас шоу-класса «Жеребец». Он выступал в Санкт-Петербурге на выставке «Эквирос» и выиграл эту выставку. Красивая арабская лошадь. Грациозные движения. Арабская лошадь сама по себе, она не должна быть крупной. Она должна быть миниатюрной. Средняя масса составляет 350-400 килограмм. И специально производится селекция, которая подбирает лошадей для шоу и скакового направления. Высокий выход шеи, ясный полный глаз, сухие ноги, круглые копыта, а кожа как атлас. Грудь широка, а голова мала, а ноздри ветру широко открыты. Таким его природа создала. Это словами классика. Ростислав заболел лошадьми в раннем детстве. До сих пор не проходит. Называется любовью.
Говорит, это навсегда и заразно. Послушать любого, кто рядом с ним, история знакомства с этими животными как будто писана под копирку. Первый раз еще со школы убегал, пасли здесь табун. Пришел, попросился у дядечки прокатиться. Удалось, не упал, понравилось. И с того времени и по сей день. Лет 7, наверное, когда первый раз сел на лошадь. На заводе все меняется. Новые корпуса строят, душевую для лошадей сделали. Можно теперь купать зимой и осенью под теплым душем. Ростислав, похоже, от этой процедуры сам удовольствие больше получает, чем лошадь. Красота, да? После прогулочки что происходит? Красота. Причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости. Вот будет чистый парень. И вот стоят уже умытые, сытые, даже подстриженные, после мациона и хорошей дозы человеческого внимания и любви. Работа такая сложная, честно говоря, но коллектив у нас отличный. Тут энтузиасты такие, которые действительно любят лошадей. Открылись опять аукционы у нас, идет продажа. Во-первых, мы и за границей наши лошади выступают на 2 ипподромах в России. Какое чувство это вызывает? Я буду немногословен, скажу просто вау. Когда наши лошади занимают места хорошие, побеждают выставки, просто красота. И чувствуешь тогда свой вклад, свой труд. А дома? Вы думаете о них дома или нет? Ну, дома когда как, иногда даже снятся. Когда наработаешься, слишком снятся. А так в основном. Дома есть дома. Дома семья, забота и все прочее. А работа есть работа на работе. С 11 у Ростислава перерыв. Потом опять к любимым лошадкам до вечера. С чувством огромной важности этой своей работы. Ему повезло хранить и приумножать великое богатство, которое заключается в этих грациозных животных. Арабские скакуны, созданные под небом Ставрополья, выпистованные этими людьми, уникальны. Без них мир бы стал скучным и бесцветным.